Всем здравствуйте, всем йоу. Добро пожаловать на канал. Movie Snatcher. You're watching the Late Night 8 program. И сейчас я буду доставать для вас, зрителей, отборные страшилки. Погнали! Для того, чтобы достать страшилку, мне понадобится вот такая наклейка и какой-нибудь атрибут города, деревни, неважно. В данном случае это мусорка. Наношу на нее наклейку. Помогите! О, Господи! Помогите, прошу! По форме это страшилка, камерная история. Минимум локаций, минимум персонажей. Экономия бюджета или же просто никто больше не согласился участвовать. Но по ощущению это как будто застрял в чужом шизосне. Куколка — это не про шаблонный. Бу, страшно? Это про ощущение, что ты попал куда-то не туда. Тебя не пугают, тебя делают участником чего-то больного. Сюжет простой. Девушку похищает существо и решает завести семью. Без регистрации, без согласия, без базового понимания, что это вообще такое. Будто оно видело людей издалека и решило повторить, но не выкупило, где границы. Самое забавное — это моменты так называемой заботы, когда она вроде как нежно себя ведет, как будто манекен, который внезапно решил, что он теперь человек. Иди нахер! Фильм снят на 16-миллиметровую пленку. Зерно лезет в глаза, свет ведет себя как хочет, и все это создает эффект, что происходящее не предназначалось для просмотра, будто его обнаружили на старой кассете, затерянной среди хлама в гараже какого-то ублюдка. Ладно, просто... Стой. Призываем следующий фильм. О, что с ними случилось? Я думала об этом каждый день. Это приходит ко мне в кошмарах. Странный урожай. Начинается как типичный true crime. Интервьюхи, архивы, люди с серьезными лицами. Фильм подается как псевдодокументалка про серийного убийцу и оккультные ритуалы. Но если смотреть чуть внимательней, это вообще не про всю эту движуху. Это про контакт. Не в прямом смысле. Никто не ловит сигнал из космоса и не читает запретные книжки вслух. Здесь все приземленней. Контакт происходит через природу, через повторение. Режиссер подает это так, будто за происходящим стоит что-то абстрактное. Система, которая существует дольше людей и не особо ими интересуется. Люди в этой истории не герои и даже не жертвы. Скорее расходный материал. Вот тут и появляется та самая лавкрафтианская нотка. Не страх перед монстром, а понимание, что никакого монстра в привычном смысле нет. Есть нечто, что работает по своим законам, и эти законы используют людей так же спокойно, как почву или растения. Урожай в таком контексте звучит уже не как образ. Это буквально стадия цикла, и фильм постепенно подталкивает к мысли, что происходящее не единичный случай. Это не сейчас что-то пошло не так. Это так и должно происходить. Просто обычно это не замечают или не фиксируют на камеру. Ну чё, достаю последний для этого видоса фильм и спать.
9-я сессия. Классика для тех, кто любит медленный, липкий хоррор. Если ты привык, что тебе все разжевывают, тут таким не занимаются. Если тебе нравится, когда фильм медленно лезет под кожу, садись ближе. 5 мужиков, работа, заброшенная психушка. Начало максимально унылое. Пыль, асбест, бытовые разговоры. Потом появляются шизокассеты. Мэри, Вы не поделитесь с куклой, мистер Доктор? с кем я говорю? Сама психушка, она не то чтобы заброшена, она оставлена. И вот в этом пространстве начинают происходить мелкие сдвиги. Ничего громкого, ничего явного. Просто люди начинают вести себя чуть иначе. Раздражение, паранойя, отчуждение. Напряжение не строится, оно накапливается. Медленно, почти незаметно. Разговоры становятся короче, реакции резче, взгляды пустее. Главное, что делает фильм, убирает уверенность. Непонятно, где граница между внешним влиянием и внутренним людским распадом. Я ей приказал порезать Питера, Док. Давай, Мэри. Очень сильно порезать. Фильм вышел в начале 2000-х почти незаметно, с минимальным бюджетом и без попытки впечатлить. Потом его тихо растащили на культовый статус и часто ставят рядом с «Сиянием». И не зря. Это про то, как легко человек ломается, если дать ему правильное место и время. Да и вообще, всегда приятно наблюдать, как люди обменивают свое психическое здоровье на зарплату. Выход.